Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. И сегодня, дорогие мои, у нас видео о характере мужчины Скорпиона. Мы продолжаем по зодиаку идти. У меня открыто окно. Если какие-то звуки, знайте, что это с улицы, потому что у нас почти сегодня, какое у нас? Сегодня у нас 21 число и почти 20 градусов на улице. Значит, я сделала, как всегда, пометки, вот целая куча, потому что, чтобы не тратить ваше драгоценное время. И кто первый раз на канале, еще раз повторю, что я не астролог, это мое хобби. Я наблюдаю за характерами и поведением людей того или иного знака и выявляю очень часто повторяющиеся и ярко выраженные черты характера. Поэтому внимательно послушайте, развлекайтесь, сравнивайте, поехали. Мужчина-скорпион. Первый образ, который приходит у меня и возникает в голове, это сложно сочиненная секс-бомба. Это очень сложный знак. Он, с одной стороны, водный знак, казалось бы, да, должен быть более мягким и таким обтекаемым. Но он под покровительством Марса, а это огонь. И что у нас получается? У нас получается кипящая вода у нас получается, вот что у нас. И там еще есть в Скорпионе Плутон, а это постоянная трансформация, в общем, горючая смесь. О чем это говорит? Я скажу сразу. Мужчины-скорпионы слушают только себя, свою интуицию и делают так, как только они считают нужным. Для них нет никаких авторитетов. Не потому, что они вредные, это их естественная природа. Они чувствуют, что надо сделать, и могут это сделать. И делают такие шаги, которые им нужно. И иногда эта логика многим непонятна и не будет понятна никогда. Но скорпионы, несмотря на мнение других людей, делают то, что нужно им. И идут вперед в любом случае своим путем. Они спокойно, решительно могут преодолеть любое препятствие, если они так хотят. Они могут сжигать мосты дотла без оглядки, и потом, если им это будет нужно, они построят свой новый мост. Кстати, если в жизни Скорпиона что-то разрушается, без разницы в какой области, то он в состоянии быстро все восстановить и восстановиться сам. Они сами понимают, когда и что им нужно сделать. И, как правило, делают это именно в нужный момент, без сомнений и колебаний. Скорпионы часто бывают специалистами в разных областях, и не просто, а дипломированными профессионалами. Область работы не имеет значения. Это может быть вот все, что угодно, вот реально абсолютно все, что угодно, от трусов до ракет. Они умеют работать, умеют вести себя в коллективе, и они очень стрессоустойчивые, несмотря на свою мимолетную вспыльчивость. Не надо забывать, что они могут сильно заработаться, им не надо забывать об этом, видя свою исключительность на работе. Им просто необходимо всем без исключения следить за своим здоровьем и физическим, и духовным. Иначе наступает как бы внезапно, незаметно для них истощение, и потом это истощение будет очень трудно восстановить. Они, кстати, в состоянии стать хорошими предпринимателями и бизнесменами, если эта тема их интересует. То есть самостоятельно вести бизнес, если на фирме, например, будет какой-то директор, а сам Скорпион, он будет владельцем, и он управляет и манипулирует командой, так сказать, из окопа. То есть на виду директор, а руководит этим всем Скорпион. Потому что скорпионы – таинственный знак, и у них очень сильно развита интуиция. Или они добиваются успехов часто в раннем возрасте в спорте или в различных видах спорта одновременно. Многие всю жизнь поддерживают себя в хорошей физической форме и очень молодо выглядят. Они могут быть очень успешными, но у скорпионов есть одна тормозящая привычка откладывать некоторые дела на потом, какое-то время их игнорировать, и это может привести
как к положительным, типа само рассосалось, так и к отрицательным результатам. Но если бы он сразу реагировал и отвечал на приходящую какую-то информацию, то все бы продвигалось гораздо проще и быстрее. Загадочные, многогранные, привлекательные, темпераментные, противоречивые. Вот про Скорпиона нельзя сказать, что они похожи друг на друга. Они все не похожи. Они бывают совершенно разные типажи. Почему? Потому что в Скорпионе есть все человеческие черты, и они могут проявляться по-разному в разные периоды жизни, или это еще очень зависит от того, кто в данный момент общается со Скорпионом. Потому что Скорпионы, они все, и женщины, и мужчины, они сканеры. Они вас просвечивают и видят насквозь. Он может вас запутать, загипнотизировать на время. У него такой взгляд. Если вы его не знаете близко, вы никогда вообще не узнаете, что у него за намерение. Скорпионы могут, в особенности по молодости, использовать людей и женщин, и мужчин для своих целей. Но, как правило, потом эти же люди благодарны Скорпионам за это. Вот такой вот странный симбиоз получается. Мужчины Скорпионы имеют сложный характер. Они могут своим высказыванием, которому они даже, может, и значения не придают, обидеть человека и дать ему повод расстроиться или волноваться. И чем человек ему более дороже, тем хуже он может обидеть. Но через время Скорпион понимает это и в лучшем случае извиняется. Скорпионам важно получать в жизни новые эмоции постоянно. С другой стороны, они не любят перестраивать свои планы вот на день или на неделю, если он уже их там расписал у себя в голове. И если вдруг надо куда-то пойти, то его надо заблаговременно к этому готовить и, скорее всего, уговаривать поменять свое расписание, потому что делают они это крайне нежелательно. Мужчины-скорпионы, в отличие от женщин-скорпионов, очень любят комфорт дома, красивые вещи, хорошие приборы какие-то, компьютеры, уют и чистоту. Они любят чистоту не только дома, но и сами всегда хорошо пахнут и чисто одеваются. Потного, вонючего скорпиона вы практически не найдете. И жена должна это все любить, иначе ничего у них не получится. Они не смогут быть вместе по этой причине. И скорпионы не любят, когда рядом не следящие за собой неухоженные люди. Для скорпиона важно, чтобы его избранница всегда хорошо выглядела, и вообще должны хорошо выглядеть все, кто его окружает. И еще про скорпионов можно сказать, что они умные. Вот в данном случае есть скорпионы не совсем, так сказать, не особо эрудированные, но они все без исключения, абсолютно все проницательные, чувствительные и знают, что делать. А если скорпион занимается своим саморазвитием, то у него может развиться ненадолго и не со всеми, но такая скользящая мания величия. Это может быть нехорошо для него самого. Лучше просто дальше развиваться, нет предела совершенства. Скорпионы любят естественную красоту женщины. Она может красить ногти, но не вставлять там сиськи, зубы, губы и так далее. В любви измены он не простит и с болью, но он вычеркнет ту, которую любит, потому что ложь он видит и не терпит. Глупость их тоже раздражает, поэтому они ищут понимающую партнершу. Они видят даже по внешнему виду, умная она или нет, есть в ней вот потенциал, или его нету. Но сами иногда с ней перегибают палку, требуя понимания. Но, к счастью, скорпионы вовремя способны остановиться. В общем, быть женой скорпиона – дело сложное, надо быть тактичной, понимающей, но зато в ответ вы получите море любви. Но знайте, что скорпионы ревнивы, выяснять отношения они не будут, будут молчать, пока вы сама не придете и очень ласково не начнете извиняться. Теперь пройдемся коротко по всем чертам. У скорпионов большая жизненная энергия, именно поэтому они забывают иногда заниматься своим здоровьем. Меньше пить
и больше спать. Пить я имею в виду алкоголь. Они быстро адаптируются к новой обстановке. Им нравятся красивые, естественные, умные, темпераментные женщины. Скорпион – один из тех немногих знаков зодиака, которым важно не только самому получить удовольствие в постели, но прежде всего очень важно, чтобы это удовольствие получила женщина. Скорпион больше мужской знак, и у женщин к нему сильное телесное влечение. Его сексуальная энергия иногда плещет через край. Сексуальные отношения для скорпионов и для женщин, и для мужчин очень важны. И тут иногда не проявляется чувство меры. Так же, кстати, вот как в алкоголе. От второй склонности лучше избавиться, конечно, прийти просто логически к тому, что алкоголь – это вред. А среди них не бывает, как правило, алкоголиков, но и не стоит как бы злоупотреблять. Если скорпион женится, то он оставит все свои бесчисленные связи и будет верным и любящим мужем. Если он пошел уже на такой шаг, значит, это уже очень хорошо обдуманная тема. Он может вас любить до безумия и тут же причинить вам боль. Сложный знак, он часто выясняет отношения, ты его то обожаешь, то ненавидишь минут 10, не больше. В браке он не терпит возражений. У них очень сострадательное, горячее сердце, но он принимает решения очень хладнокровно, даже в экстремальных условиях. Они непредсказуемы, уверенные в себе, напористы, эгоистичны, справедливы, честны. Они независимы ни от кого и ни от чего. Любое дело может сделать так, чтобы им восхищались. Любит делать хорошие подарки, продумывает, что подарить, чтобы человеку было приятно. Скорпиону важно видеть свой личный рост и получать новые навыки. Его действия трудно предугадать, он проникает в ваш разум и читает там ваши мысли, образно говоря. У них открывается иногда даже третий глаз при определенных условиях. Я скорпионов часто вижу по взгляду, то есть я их вычисляю по тому, как они смотрят. Врагом скорпиона лучше не быть, он будет жалить насмерть. Скорпионы редко улыбаются, но если они улыбаются, то это от души. Они добрые натуры, любящие животных, очень уверенные в себе, поддержат вас, но пустое нытье они не любят выслушивать. У скорпиона закручена в одну спираль интеллектуальность и эмоциональность, как ДНК. У них нет вообще никаких границ, они любят думать о мироздании, как вообще все это функционирует, и вот поэтому с рыбами они очень как бы на одной волне в этом плане. Но, несмотря на то, что оба знака вода, текут они совершенно по-разному. Если скорпион переворачивает камни там, и падает в потоке водопада, то рыбная энергия, она течет в удовольствие, все огибая. Кстати, все водные знаки очень-очень разные. Вот раки тоже водная стихия, и вот они, вода раков, она затекает часто не в свое русло, или она больше стоячая вода. У всех знаков свои особые неповторимые фишки и вот рычаги воздействия на окружение. Это касается любых знаков зодиака. В общем, знайте, жало скорпиона в любом случае всегда наготове. Скорпиона хорошо иметь в друзьях. Они не мстительные. Я тут не соглашусь с утверждением гороскопов. Ни женщины, ни мужчины не мстят. Они только беспощадно заканчивают отношения. Скорпионы, кстати, так же, как и овны, очень часто попадают в поле зрения влиятельных людей, так как они умеют работать и выкручиваются из сложных ситуаций. Они изобретательны, поэтому на них обращают внимание. Скорпионы могут найти общий язык с самым противным человеком и уладить конфликт. Они любят мир и поэтому обязательно пойдут улаживать конфликт. Вот так я вижу вас, мужчины-скорпионы. Пишите в комментариях, так ли это, а также жду комментариев от ваших родных и близких. Вам я желаю всего самого наилучшего. Не болейте, как я еще в очень плохой форме.
Ну, я надеюсь, что через несколько дней у меня будет все-таки негативный тест. Так что желаю всем вам мирного неба над головой. Всех вас обнимаю и целую. До новых встреч. Пока.